Палау – островное государство на краю Микронезии, среди Тихого океана. Здесь изумрудные лагуны прячут скалистые острова с причудливыми известняковыми скалами, а под водой миллионы кораллов, каньоны и акулы, как пример для лучших дайв-направлений мира. В этом выпуске краткая история архипелага, главные локации для съемок и плавания, чтобы прочувствовать тот самый лазурный Палау. Спустя почти сутки добирания сюда я наконец-то прилетел в малоизвестную страну, которая называется Палау. У меня была 6-часовая остановка на Тайване, и я не выходил из аэропорта, сразу полетел сюда. И, конечно же, это достаточно утомительно лететь из Европы почти 24 часа, но наконец-то я это сделал, и как раз позади меня аэропорт международный Палау, и он на самом деле не очень большой, и я прошел очень быструю миграцию, офицеры очень приветливые, и мы будем дальше исследовать этот замечательный остров, вернее архипелаг. И что можно сказать сразу, эта страна в первую очередь интересна как природная достопримечательность. Тут очень-очень много всяческих природных штук, которые стоит увидеть каждому человеку. Поэтому давайте смотреть, что здесь есть. Первую ночь я проведу в этом потрясающем отеле, значит, это мой номер. Тут немножко все старовато, но жить можно. Персонал приветливый, уютно все. Я вам покажу немножко ванную комнату. Значит, тут у нас туалет, ванная в таком стиле бабушки. И дальше у нас потрясающая кровать огромная, лампа, небольшой телевизор, чтобы смотреть американские каналы. Тут пальма у нас, кондиционер работает, все отлично. И вид, балкон с видом на сад. Так, значит, это цены на экскурсии в Палау. Цены такие примерно на всех экскурсиях в разных компаниях, и здесь видно стоимость экскурсии, например, $108 за человека американских, что включено. И дальше интересное то, что если вы хотите, например, на Рук-Айленд, то вам нужно отдельно заплатить $50 за пермит. Если вы хотите, например, к озеру с медузами, то это стоит $100 пермит только за человека. И также указаны разные другие платежи и условия. Ну и цены экскурсий, конечно, тоже не маленькие. То есть, вот, например, $108 с человека плюс пермит, и получается на двоих людей это может быть 300 и больше долларов. И вот тут что включено. Ну, Milky Way это самое популярное, самое известное, оно включено во всех видах экскурсий. Так, друзья, значит, я приехал в небольшой ресторанчик, их тут на самом деле немало, на всякий вкус есть. И что интересно, так как это была когда-то часть Японской империи, Палау, вернее, страна, то здесь достаточно много японской еды. Например, вот я заказал сашими, мне как раз принесли пока что соевый соус, палочки, все как положено. И также заказал бургер. Значит, цены тут не маленькие. Значит, бургер мой стоил $17.50 США, а сашими около $15. Поэтому, если вы хотите поесть, например, то нужно рассчитывать хотя бы на $50 на двоих. И, кстати, это не самое дорогое место. Бывает, естественно, и намного дороже, и намного презентабельнее.
И к вашему вниманию сашими вот такое. И также нам принесли кусочек лайма или лимона и супер острый васаби. Если взглянуть на карту, эта страна находится в Тихом океане и немного дальше Филиппин, а на юге граничит с Индонезией. По площади Палау очень скромное государство. Суши около 460 километров квадратных, а львиную долю занимает главный остров Бабл-Дауб, примерно 331 километр квадратный. Всего в составе страны около 340 островов, из них постоянно обитаемы только 8, а также есть деление на штаты, как и в США, но в Палау их всего 16. При этом размах впечатляет. Примерно 662 километра с севера на самый юг и около 440 километров с запада на восток. В результате небольшая по площади, но очень растянутая по океану страна. Отсюда и разнообразие ландшафтов, и разные характеры островов. Так, значит, интересно, что машины в Палау имеют вот такие номера. И Палау состоит из 16 штатов, как в Америке, здесь штаты. И каждый штат имеет свои собственные номера. И вот тут номера, например, на моей машине State of Quarter и эмблема Quarter State Government. И написано, до какого числа с печатью. Есть, скорее всего, это страховка. Друзья, сейчас мы следуем к одному известному здесь водопаду, который называется Нгартмау. И нас ожидают вот такие 500 ступенек вниз, даже немножко больше. И поход туда занимает 20-30 минут. И сейчас мы будем исследовать это место среди джунглей. Нужно желательно брать с собой удобную обувь, потому что здесь может быть очень скользко, чтобы не упасть. Кстати, билет на эту достопримечательность стоит $10 с человека. И пока вы спускаетесь, также тут можно изучать растения, потому что тут вот есть таблички, на которых указано название растения и его характеристики. Вот, например, вот это. Кстати, всем известное удивительное растение здесь в дикой природе. Посмотрите, какая красота. Я думаю, вы знаете, что это. А если знаете, то напишите в комментариях об этом растении, как оно называется. И зачем тут такая полость. Но выглядит оно на самом деле очень интересно. Вот, собственно говоря, этот водопад. Он высотой примерно 25 метров и шириной около 35. И это одно из самых популярных мест именно на этом острове. И сюда ежедневно приходят в среднем 50-100 туристов. Поэтому лучшее время для посещения
этого водопада это как раз утром. Во-первых, в этот сезон дождей, дожди обычно после обеда, поэтому у вас есть шанс получить кадры именно при такой погоде, полусолнечной. Ну и также это избавляет вас от большого количества людей. Кстати, вода здесь очень прохладная, поэтому в жару это самое то здесь искупаться. И нужно быть осторожным, потому что здесь острые камни. И нужна обувь для купания. Так, значит, я заселился в следующий отель. У нас здесь вид на пляж и джунгли. Тут у нас кровать большая, вернее вот это. Так, здесь такой небольшой диванчик и вид на пляж. Друзья, значит, я нахожусь на месте самого старого археологического памятника в государстве Палау. Этим камням около 1800 лет, то есть это было построено, вернее, сооружено в II веке нашей эры. И на самом деле точно неизвестно, зачем это сооружалось, для чего это нужно было. Но есть легенда, что эти камни были как основанием для дома собраний богов. Но так как это всего лишь легенда, и ученые не могут прийти к общему какому-то знаменателю, то мы удовлетворяемся только такой информацией. И я прочитал, что здесь на таких камнях должны были быть высечены лица, но тут, конечно, трудно обнаружить какие-то лица на таких камнях. Но на самом деле место интересное. Тут очень уютненько, пострижен газон. И вот такие камни на фоне пальм с кокосами. Вход сюда стоит $5. И это место находится на севере острова. Кстати, вот я обнаружил, все-таки есть что-то похожее на лицо. Вот здесь, значит, глаза, нос, рот. То есть все-таки есть одно лицо. А здесь у нас располагался японский маяк, который был построен при Японской империи еще, когда Палау было в составе империи. И сейчас он разрушен, он не используется. Здесь есть вот некоторые детали от этого сооружения.
И также вид на островки вот здесь и береговая линия. Вход сюда стоит также $5. И если вы хотите снимать, например, с дрона, то будьте готовы заплатить $50. И вот здесь есть у нас такие детали. Даже не знаю, что это такое было. Какая-то часть. И также вот тут столбик и что-то написано на японском языке. Друзья, посещение достопримечательностей на острове — это, конечно, хорошо, но если вы едете в Палау, то посетить другие места, помимо основных островов, это must have. То есть обязательно нужно взять какую-то экскурсию и поехать в, например, такие места, как Milky Way, Млечный Путь, или там озеро Медуз, которые, кстати, не жалят. Поэтому мы отправляемся как раз в первое место. И погода, конечно, сейчас испортилась, дождь. Вообще осень и лето — это сезон дождей. Но я надеюсь, дождь пройдет и мы сможем насладиться красотой этих мест. Так, друзья, я уже приехал на пирс и ожидаю мою экскурсию. Так как не было много мест свободных, то мне пришлось забронировать экскурсию у японской компании. У них были места. И экскурсия будет вся на японском, но я прочитал все заранее, всю информацию. И, в принципе, примерно ориентируюсь, что будет. У нас будет японская группа, будет обед, и мы посетим некоторые достопримечательности вокруг главных островов. И экскурсия будет занимать 7 часов. Так что давайте смотреть вместе, что будет дальше. Так, друзья, это наша первая остановка, Milky Way называется, и здесь мы сейчас будем купаться в такой потрясающей бирюзовой воде, мазаться глиной по желанию. И тут можно, кстати, плавать на каяках, например, как вот девочка. И что еще? Ну и фотографироваться, естественно, и посмотрите, какая здесь красота. Так, друзья, я уже прибыл на такой райский остров. Посмотрите, какой тут потрясающий песок, какая изумительная вода. И у нас тут будет ланч. Мы здесь проведем около часа, позагораем, отдохнем и насладимся этой потрясающей природой вокруг. Кстати, обычно в туры включены ланчи. И можно, допустим, взять с собой плед, сесть здесь на этом райском песочке, на райском берегу и есть свой обед. Наш ланч состоит из таких вот оладушек
Значит, что-то в рис в яйце, омлете, капуста, соус, апельсин, морковь. Вот это я даже не знаю, что это. И это тоже не знаю, что-то маринованное. Так, ребята, ну и, конечно, здесь можно заниматься снорклингом или дайвингом. Тут очень много кораллов, интересных разных цветов, много рыб и достаточно интересно. Поэтому можно что-то здесь делать, поплавать и посмотреть на вот эти небольшие скалы, которые выступают из воды. Так, друзья, сегодня мы пробуем очень необычное блюдо, как для европейского человека, но традиционное здесь. Это блюдо называется суп из летучей мыши. На самом деле в Палау это деликатес, то есть его употребляют не каждый день и только по праздникам. Но оно является национальным и почитается здесь. На самом деле с годами оно все реже и реже встречается в ресторанах, и сейчас его найти не так уж и просто. Но я нашел этот ресторан в Кароре и специально для вас показываю этого потрясающего зверя. Значит, суп выглядит вот так. Тут находится, значит, бульон, который вываривается с имбирем и пряностями, и потом добавляется обычно кокосовое молоко, зелень и, собственно говоря, вот такой вот зверь. Значит, он вываривается с кожей, с шерстью, совсем. И запах такой, на самом деле, не очень аппетитный, не очень привычный, но для вас я его попробую. И вот так выглядит, значит, у него голова. Вот видите, тут язык, значит, ушки, зубки его, и вот это крылья. И сзади вот так у него спинка выглядит. То есть не уверен, что я смогу его вообще съесть, но я попробую хотя бы. И также вот здесь мне принесли вот такой вот рис. Значит, я попробую кусочек мяса со спины его. Конечно, тут мяса не так уж и много. Мясо на самом деле такое жесткое, и вкус я даже не знаю, что оно мне напоминает. Это похоже на какую-то, возможно, больше утку, чем на курицу. И это все нужно разделывать.
Поэтому попробуйте, если будете здесь ради эксперимента, потому что, возможно, через пару лет его вообще вы не встретите, потому что уже государство запретило экспорт этих летучих мышей за границу, и его можно использовать только для местной кухни. Но так как эти летучие мыши редкость, то, возможно, его и не будет в ближайшие годы. Вы видите разрушенное здание и старую японскую технику. Это не мой след тех времен, когда Палау находилась под японским мандатом. Тогда весь архипелаг превратили в военный плацдарм. Сюда стягивали войска, строили бункеры, береговые батареи и аэродромы, превращая маленькие острова в узлы большой войны. Так, друзья, я нахожусь сейчас в столице государства Палау, которое называется Нгерулмуд. И она на самом деле очень интересна, хотя бы тем, что она появилась совершенно недавно и возникла буквально с пустого места. Она была перенесена из самого крупного города Корор сюда в 2006 году по Конституции. Так как, когда была принята Конституция, в ней было указано, что нужно было обязательно перенести столицу из Корора в какое-то другое место. И почему ее перенесли? Ну, первая и самая главная причина – это то, что Корор на самом деле город небольшой, и там достаточно мало места, и для того, чтобы немножко разгрузить город и создать такую вертикаль власти в одном месте сосредоточенную, было решено перенести его сюда. Кроме того, это была пустая территория и отличное место, чтобы построить здесь вот такое здание. Это здание, как вы видите, очень похоже на американский Капитолий. И это Капитолий как раз был и прообразом этого здания. Кроме того, здесь присутствует еще два здания. Здесь присутствует Верховный суд и исполнительная власть. То есть здесь три ветки власти главные. Также, что еще? Это город с самым низким населением среди столиц в мире. Постоянное население в этом городе 0 человек. То есть тут никто не живет. Сюда просто приезжают на работу и уезжают, когда заканчивается рабочий день. Вот такая вот интересная и необычная столица в государстве Палау. Так, друзья, позади меня находится здание, которое называется Бай. Это традиционный дом-совет для старейшин. То есть здесь решались самые главные общественные вопросы, споры и происходили разного рода мероприятия. Это здание называется Айрай-Бай, связанное с районом, в котором оно находится. И это самое старое сооружение на этом острове. И также оно установлено на таких сваях. И внутри разукрашено разными мотивами из традиционной жизни палуасцев.
Палау – маленькая точка в Микронезии, которую на карте еще нужно отыскать. Но в жизни она запоминается гораздо сильнее, чем многие раскрученные курорты. Здесь рядом уживается дикая природа, тяжелая военная история и очень спокойная, почти деревенская жизнь. Палау интересен не только прозрачной водой и красивыми открыточными видами. Это государство, которое одним из первых в мире прописало защиту природы в собственной конституции. Уникальность Палау еще и в сочетании культур. Микронезийские корни, японский, американский след, собственные традиции, свой язык и отношение к земле и к морю, как к чему-то живому. Если вам интересно увидеть, как выглядит Тихий океан там, где он еще не превратился в массовый резорт, и просто на время выдохнуть от большого мира, Палау точно стоит того пути. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в новой стране.